Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я буду готовить сладость из детства, которую мы все просто обожали– пирожное картошка. Казалось бы, что может быть проще? Печенье, масло, какао, но почему-то у одних она получалась сухой, а у других нежной и тающей во рту. Сегодня я не просто приготовлю картошку, а раскрою все секреты ее приготовления. Блин, так вкусно. Начинаем приготовление. Первое и самое главное– выбор ингредиентов. Это и есть основа вкуса из нашего детства. Печенье берите именно песочное, типа юбилейного или топленое молоко. У меня печенье сгущенкино. Оно хорошо крошится, но при этом не сухое. Оно будет идеально держать форму с масляным кремом. Это и есть тот самый главный фундамент для нашего пирожного. Теперь самый важный этап, где таится главная ошибка– как измельчить печенье. Ни в коем случае не используем блендер. Если превратить печенье в мелкую пыль, масса получится слишком плотной и сухой. Нам нужна именно крошка разного размера. Правильный способ– переложить печенье в плотный пакет или, как у меня, можете взять 2 пакета и пройтись скалкой. Часть будет мелкой, а часть будет покрупнее. Такая неоднородность и есть залог идеальной текстуры, которая по вкусу будет напоминать ту самую картошку из нашего детства. Следующий важный ингредиент– это сливочное масло. Берем только классическое и 82% жирности. Ни в коем случае не используйте масло с растительными добавками. Оно даст посторонний привкус и испортит текстуру. В масло комнатной температуры добавляем сахарную пудру и начинаем взбивать миксером примерно 5-7 минут до побеления и увеличения в объеме. Это важный момент, советую его не упускать. Именно от этого будет зависеть, получится у вас картошка нежной или плотной. После того, как масло стало светлым, добавляем какао и продолжаем взбивать. Какао берите не сладкий напиток, а настоящий горький порошок. Именно он дает тот самый глубокий шоколадный вкус. Дальше постепенно и тонкой струйкой начинаем вливать молоко, не переставая взбивать. В итоге у вас должна получиться однородная, гладкая и очень воздушная масса. И секретный ингредиент– пара столовых ложек коньяка либо рома. Он добавляется не для алкоголя, а для аромата. Также он поможет усилить вкус других ингредиентов. Если будете готовить для детей, то его можно заменить на пару столовых ложек ванильного экстракта. Теперь еще раз все хорошо перемешиваем до однородности, и шоколадный крем готов. Дальше постепенно добавляю крошку от печенья в крем и все хорошо перемешиваю. Сначала перемешиваю лопаткой, а затем руками. Масса должна получиться пластичной, но не жидкой. Хорошо держать форму. Если получается немного суховатой, можете добавить 1 столовую ложку молока. В итоге получается вот такая пластичная масса, из которой легко формировать пирожные. И еще одна маленькая хитрость. Чтобы горечь какао не была слишком яркой, смешайте его с небольшим количеством сахарной пудры. Так вкус получится более сбалансированным. Из полученной массы формирую небольшие овальные пирожные, слегка приплюснув их с боков, чтобы они были похожи на картошку. Каждое пирожное обваливаю в смеси какао с сахарной пудрой, чтобы оно было полностью покрыто со всех сторон. И затем перекладываю их на ровную поверхность. Я делаю пирожные
классической продолговатой формы. Именно такими я помню их из своего детства. Вы можете сделать их в виде шариков или придать форму настоящей картошки. После охлаждения они станут более плотные, поэтому форму нужно придавать сразу и еще до того, как поставите в холодильник на стабилизацию. Чтобы пирожные получились одинаковые, можете воспользоваться весами. Классическая магазинная картошка весит приблизительно 60-70 граммов. Вы можете сделать их чуть меньше или чуть больше, тут уже как вы сами захотите. Шоколадная масса практически не прилипает к рукам, поэтому формировать их очень легко. Если вы любите десерты того времени, предлагаю приготовить вам тертый пирог по моему рецепту. Рецепт уже есть на моем канале, ссылку я оставлю в описании под этим видео. В итоге получаются вот такие красивые ровные заготовки. Я буду делать классическое украшение, поэтому, чтобы ростки хорошо держались, делаю небольшие углубления при помощи палочки для суши. Затем убираю пирожные в холодильник минимум на 4-6 часов, но лучше оставить их там на ночь. За это время крошка печенья окончательно пропитается масляным кремом, консистенция станет идеально влажной и очень нежной. Это превратит нашу заготовки в то самое пирожное, вкус которого мы помним из нашего детства. Чтобы сделать ростки, я беру немного белого шоколада и растапливаю его импульсами в микроволновке. Также их можно сделать, смешав мягкое сливочное масло с сахарной пудрой. Растопленный шоколад перекладываю в кондитерский мешок и начинаю украшать пирожные. Так как они только из холодильника, то шоколад достаточно быстро застывает. Вот и все. Всеми любимая картошка готова. Как по мне, это одно из самых вкусных и быстрых пирожных, которые можно приготовить в домашних условиях. Обязательно попробуйте приготовить и напишите в комментариях, получилось ли у вас вернуться в детство. А на нашем канале вы найдете еще больше простых, домашних и вкусных рецептов. Переходи и подписывайся. Ваша поддержка очень поможет нашему каналу. Ну что, самая интересная часть. Мы будем дегустировать десерт картошка. Вот такой вот у нас получился. Я, честно говоря, картошку очень люблю с самого детства. Я ее готова прямо по 3 штуки за раз съедать. Вкусно. Да, картошка очень вкусная. Очень похоже, кстати, на то, что делали родители, что продавалось в магазине, да? Ароматная, очень такой стойкий, хороший аромат. И по консистенции вот тоже как было раньше. Она такая немножко не тягучая, не рассыпается. А вот консистенция такая прям вот как раньше. И
очень Плотная. хорошо, да, плотная консистенция и вкус такой какао-шоколад, да, похож. Ну, очень так прям, очень ароматно и очень яркий выраженный вкус. Кстати, если кто-то боится, что будет чувствоваться алкоголь, он здесь вообще не чувствуется. Он добавляется сюда исключительно для аромата и смены вкуса. То есть, если алкоголь не добавить, то у картошки будет совершенно другой вкус. А так она придает ей аромат и более насыщенный вкус. Но сам алкоголь в спирте здесь не чувствуется абсолютно. Да? Да. Я же за рулем, поэтому можно такие десерты нельзя есть. Но так как там не чувствуется, поэтому можно. Ну, очень вкусно. Да? Кстати, горечь какао здесь тоже не чувствуется, потому что я туда добавила сахарную пудру. И за счет этого какао стало мягче, и оно нету такой горечи, как бывает у какао самого. Очень вкусно, очень нежно получилось. Попробуйте приготовить, обязательно напишите в комментарии свой результат. Обязательно присылайте свои фотографии, нам очень интересно. И, конечно же, пишите комментарии, свое мнение. Я уверена, что у каждой хозяюшки есть свой рецепт картошки. Поэтому обязательно пишите, рассказывайте, как вы готовите, пишите нюансы. Будет очень интересно почитать. Обязательно подписывайтесь. У нас на канале вы найдете еще больше полезных и вкусных десертов. Чао, какао! Вкусно? Великолепно! Это просто замечательно. Блин, так вкусно. Вообще прям как в этом, как раньше покупали. Обалдеть.